Привет! Сегодня мы научимся делать интерактивные курсы еще более интерактивными, а именно добавим эффект увеличительного стекла в активность с поиском ключевых точек. Итоговый курс у нас будет выглядеть вот так. Здесь мы ищем нарушителей правил дорожного движения с высоты птичьего полета. Кстати, в описании есть ссылка на сам проект и на все необходимые файлы. Реализовать такую механику стандартными средствами сторилайна у нас не получится, поэтому будем использовать JavaScript. Сделаем веб-объект и вставим его в Storyline. Давайте приступать к разработке. Первое, что мы сделаем, это скачаем веб-объект по ссылке в описании. Он состоит из трех файлов. Фоновой картинки, картинки, которая отмечает найденные объекты, и файла index.html. Вам, естественно, нужно будет заменить картинки на свои и немного отредактировать файл с кодом. Код можно открыть обычным блокнотом, но намного удобнее использовать для этого специальный софт. У меня установлен Visual Studio Code, он, кстати, бесплатный. Давайте разберем, из чего состоит наш код. В верхней части кода мы можем настроить стили нашего увеличительного стекла, то есть то, как оно будет выглядеть. Здесь мы можем поменять высоту и ширину стекла. В 15 строчке можем поменять цвет и ширину обводки, а в 16 указать радиус скругления углов. В нашем случае он равен 50%. Именно из-за этого стекло у нас круглое. При 0% оно будет квадратное. Здесь мы выставляем настройки фонового изображения. По факту нас интересуют только показатели ширины и высоты, которые выставляются в пикселях. Указываем такой размер, каким будет веб-объект в курсе. Важно, что в Storyline мы не можем расположить веб-объект вплотную к левому верхнему краю плеера. Должен быть небольшой отступ, примерно пикселей в 20. Следовательно, если у вас курс в разрешении 1280 на 720, лучше сделать веб-объект в разрешении 1260 на 700. Следующие блоки – это картинки с галочками, которые отмечают правильно найденных нарушителей. Для каждого нарушителя отдельная галочка и, соответственно, отдельная строчка кода. У меня 8 нарушений, следовательно, 8 строчек кода. Для каждой галочки мы указываем ID. Он должен быть уникальным. Указываем размеры. В моем случае это 50 на 50 пикселей. И указываем расположение наших картинок. Первая цифра указывает положение по Y, вторая по X. Спускаемся ниже. В 101 строчке мы можем поменять степень приближения зума. Чем больше цифра в скобках, тем сильнее будет эффект приближения. В следующих блоках мы проверяем, куда кликнул пользователь, по каким координатам. Если он кликнул на нарушение, передаем информацию об этом в Storyline. Каждый раз, когда пользователь кликает на нарушение, у нас будет увеличиваться переменная nextTrigger и переменная clue1, если кликнули на первое нарушение, clue2, если на второе и так далее. То есть получается, что мы и картинки в нашем объекте размещаем по координатам, и клики отслеживаем тоже по координатам. Давайте разберем, как сделать это быстро и удобно. Начнем с размещения картинок с галочками. Запускаем наш проект в браузере и открываем консоль разработчика. Если вы используете Chrome на винде, нажмите Ctrl-Shift-J, на Mac Command-Option-J. Теперь мы должны примерно прикинуть, где на фоне будет располагаться наша первая галочка, и щелкнуть мышкой в ее левый верхний угол. После клика в консоли появляются координаты того места, в которое мы кликнули. Теперь открываем код и в настройках кода указываем координаты, в которые мы кликнули. В поле Top указываем координаты по Y, а в поле Left по X. Возвращаемся к проекту. Теперь нам нужно указать координаты нарушения. То есть координаты того места, куда пользователь должен кликнуть, чтобы мы засчитали ему правильный ответ. Кликаем в верхний левый угол нарушения, а потом в правый нижний угол. Получаем две пары координат. Возвращаемся в код и спускаемся вниз к строчке if x больше или равно. Меняем цифру на координату x от первого клика, а вторую цифру меняем на координату x от второго клика. Аналогичную процедуру делаем с y. Сохраним проект, вернемся в браузер, обновим страницу и посмотрим, что у нас получилось. Все работает, галочка появилась. В консоли видим ошибку. Она появляется из-за того, что наш проект не встроен в Storyline. То есть, когда мы добавим наш веб-объект в курс, никаких ошибок не будет. Аналогичную процедуру проделываем для всех нарушений. Теперь переходим в Storyline. Вставляем и настраиваем веб-объект. Добавим числовые переменные nextTrigger и 8 переменных clue. Для каждого нарушения по одной. Добавим на слайд кнопки для перехода на слайды, кнопку с меню упражнения, чтобы можно было отслеживать свой прогресс, и кнопку с помощью, чтобы можно было попросить подсказку для поиска нарушений. Поставим на кнопки вперед и назад соответствующие триггеры. Кнопку вперед переведем в неактивное состояние, чтобы нельзя было просто пропустить упражнение. Теперь добавим 3 слоя. Слой с подсказками, слой с меню и стартовый слой, на котором мы будем давать инструкции к упражнению. Поставим на кнопки триггеры открытия этих слоев. Теперь нам нужно сделать так, чтобы слой с меню открывался тогда, когда будет найдено новое нарушение. Когда нарушение находится, у нас меняется значение переменной nextTrigger и значение переменных clue.
Мне не хочется, чтобы меню открывалось при повторном нажатии на уже найденное нарушение. Поэтому установим следующие триггеры. Когда переменная clue1 меняется, мы переходим на слой меню, но только если значение переменной clue1 равно единице. Изначально переменная у нас равна нулю. Когда мы найдем первое нарушение, значение переменной увеличится до единицы и слой откроется. Если мы кликнем по нарушению во второй раз, значение переменной станет равным 2, и соответственно наш триггер уже не сработает. Аналогичные триггеры делаем для других переменных clue. Переходим к дизайну слоя с меню. Добавляем пустую доску и картинки с фотографиями нарушений. Наводим красоту. Теперь нам нужно сделать так, чтобы изначально на доске не было фотографий с нарушениями, а когда какое-то нарушение будет найдено, фотография появилась с какой-то анимацией. Поставим на все фотографии анимацию увеличения при появлении и переведем все картинки в скрытое состояние. Дадим всем картинкам правильные названия, чтобы нам было проще сделать триггеры. Теперь перейдем к настройкам слоя. Изначально у нас выставлены настройки, что когда слой открывается, он принимает свой изначальный вид. Например, перевели какой-то объект из скрытого состояния в нормальное, закрыли слой, потом открыли его заново, и объект снова будет в скрытом состоянии. Нас такая ситуация не устраивает. Поэтому в настройках слоя укажем сохранение текущего состояния при повторном посещении. Теперь перейдем к триггерам, которые будут открывать фотографии с нарушениями. Когда переменная clue меняется, мы переводим нужную фотографию в состояние normal. В дополнительных условиях указываем, что переменная clue должна быть равна единице. Такой триггер делаем для всех переменных clue. То есть теперь получается, что когда переменная clue меняется, мы открываем слой с фотографиями и переводим нужную фотографию в состояние normal. Перейдем к слою с подсказками. Зачем нам вообще нужен такой элемент в курсе? Часть пользователей не смогут найти все нарушения, на что-то не обратят внимания или не поймут, что это является нарушением. Соответственно, для таких людей курс станет непроходимым. Повторное изучение теории им тоже, скорее всего, не поможет. Добавление подсказок сделает пользовательский опыт намного лучше. Логика этого слоя будет следующей. При открытии слоя офицер ГАИ будет намекать нам на то, где искать нарушения. При этом он, естественно, должен намекать на те нарушения, которые мы еще не нашли. Сделаем бабл и добавим этому баблу 9 стейтов. У нас 8 нарушений, соответственно, по одному стейту на каждое нарушение, и последний 9 стейт это будет подсказка, что нужно нажать на зеленую стрелку, если ты нашел уже все нарушения. Теперь добавим триггеры. Когда время нашего слоя начинается, мы меняем стейт нашего бабла на первый, если переменная clue равна нулю. То есть, если первое нарушение не было найдено, то стейт бабла поменяется. Аналогичный триггер поставим для всех стейтов, кроме последнего. Как это будет работать? Триггеры у нас срабатывают сверху вниз. Если мы попросим подсказку, когда ни одного нарушения не было найдено, то при старте слоя стейт нашего бабла поменяется на первый. Потом сразу поменяется на второй и так далее. В итоге он остановится на 8 стейте. Если 8 нарушение было найдено, смена стейтов остановится на 7 стейте. Теперь сделаем триггер для последнего 9 стейта. Он должен появиться, если мы нашли все нарушения. То есть, если значение всех переменных clue будет больше нуля. Теперь пришло время сделать триггер, который разблокирует кнопку вперед, когда будут найдены все нарушения. Когда значение переменной nextTrigger меняется, мы переводим кнопку вперед в состояние normal, если значение всех переменных clue больше нуля. Давайте проверим, что у нас получилось. При проверке курса есть два важных момента. Первый. Когда мы добавляем в курс веб-объект, он не будет отображаться при предпросмотре. Нужно обязательно публиковать курс. Второй. Если наш курс в Storyline обменивается значениями переменных с веб-объектами, а наш курс это делает, то сама функция обмена переменными не будет работать при публикации курса на жестком диске вашего компьютера. Для тестирования таких механик нам нужно либо загрузить курс в SDO, либо опубликовать курс в Review 360. Мы воспользуемся вторым вариантом. Курс работает. Мы на финишной прямой. Теперь добавим стартовый слой с инструкциями. Почему я вывел инструкции на дополнительный слой в упражнении, а не сделал их отдельным слайдом? Логика здесь следующая. Storyline открывает нам слайд в тот момент, когда все элементы слайда загрузились. Но это правило не относится к контенту внутри веб-объектов. То есть у нас вначале загрузится слайд, а потом начнет загружаться контент веб-объекта. Так как в веб-объекте у нас есть картинка, при этом в хорошем качестве, в моем случае картинка весит чуть меньше мегабайта, то есть при медленной скорости интернета у нас загрузится слайд с пустым белым фоном, и спустя какое-то время на нем начнет загружаться картинка. Есть два способа, как мы можем решить эту проблему. Первый. Добавить дополнительный прелодер, который будет показывать окно загрузки до того момента, пока картинка в веб-объекте полностью не загрузится. То есть пока картинка грузится, пользователь будет просто ждать и смотреть на окно загрузки. И второй вариант – занять пользователя чем-то полезным, пока картинка загружается.
Именно поэтому мы даем пользователю инструкцию по работе с упражнением в тот момент, пока картинка грузится. Добавим на слайд триггер, что когда время слайда начинается, мы открываем свой старт. Теперь нам осталось просто оформить первый и последний слайд. Все готово, теперь мы можем проверять работу и наслаждаться результатом. Стекло работает, нарушения находятся, теперь можно смело собирать скорм и загружать его в SDO. Спасибо за просмотр, не забывайте рекомендовать это видео своим коллегам. Если у вас есть идеи для новых роликов, обязательно пишите их в комментарии. Пока!